Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. Сегодня я хотела бы вам предложить связать ажурную летнюю кофточку в таком замечательном, роскошном, глубоком синем цвете, выполненную ажурным узором, очень простым, легким, такой, знаете, цветочно-лиственничный у него мотив. Очень действительно подходит для начинающих такой узорчик, несложный, вяжется 12 рядов в высоту всего. И, в общем-то, там, в принципе, легко запоминается этот узор. Вертикальные полосочки будут стройнить фигуру, поэтому я буду сегодня подготавливать мастер-класс на большие размеры. То есть у меня начнется мастер-класс с 46-го. Будет 48, 50, 52, 54 участвовать в описании. Мы, как всегда, с вами выберем пряжу. Полухлопковую я выбираю в последнее время. У нас будут с вами подобраны спицы. Мы свяжем образец, сделаем влажно-тепловую обработку образца, выясним, какая плотность у нас по вертикали и горизонтали, и затем начнем подробные расчеты и составим с вами вместе описание для этих размеров. И, соответственно, будет выкройка с этими всеми мерками на данные озвученные размеры. Итак, мои хорошие, начинаем с первого – выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Итак, для вязания этого джемпера красивого, летнего, я выбрала очень красивую пряжу такого глубокого синего цвета Alize Cotton Gold Hobby. Полухлопковая пряжа, 55% хлопок, 45% акрил. В 50 грамм у нас 165 метров. Хорошие скруточки, идеальные практически, видите, да? Очень хорошо, удобно вязать. Она еще немножечко, знаете, такая какая-то шелковистая, что ли, такой приятной обработки. Ну и так наш узор выглядит. 3,5 спицу мы используем с вами. И вот так выглядит наш с вами ажурный узор. Здесь один раппорт и 2 змейки по бокам у нас идут красивенькие, ажурные, да? Довольно красивый узор. Я его уже не первый раз вижу в моделях, и всегда он мне нравился. Своей необычностью, своей вертикальностью, что будет придавать стройность модели, потому что вертикальные все узоры визуально стройнят, сами понимаете, да? Вяжется легко, всего 12 рядов в высоту узорчик. Я думаю, что это самое, что ни на есть, прекрасный вариант для летнего джемпера. Можно связать топ без рукавов таким узором. Теперь по поводу дырочек. Смотрите, дырочки есть, но они не критические. Как бы, знаете, интересный узор. Мне больше всего понравился его глубокий такой синий цвет, пронзительный, приятный такой, знаете, темный, роскошный цвет, глубинный, синий. Редкость, но мне нравится во всяком случае. Итак, мои хорошие, давайте сейчас с вами посмотрим схему узора. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Значит, как я уже сказала, 12 рядов в высоту, 21 петля в ширину. Выделено красным, как видите. И мы еще с вами в образце добавляем 4 петли вот в левой части. Видите, 1, 2, 3, 4. Слева мы добавляем эти петельки для симметрии. Так, как распределить узоры, да? То есть сколько раппортов у нас умещается на тот или иной размер, я подробно рассказываю, даже рисую схематично в конце видео, после того, как мы с вами посчитаем плотность. Так,
С этим понятно. Условные обозначения довольно распространенные. Я все-таки озвучу их на всякий случай. Смотрите, у нас пустая клеточка – это лицевая, горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Вот это вот завиток по центру – это скрещенная петля. В лицевых рядах лицевая, в изнаночных – изнаночная скрещенная. Далее, вот этот значок, это 2 вместе лицевой с наклоном влево и зеркально 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Собственно, больше здесь вот этот знак, это перекрещиваем. 6 петель налево, по 3 петли лицевые, да, перекрещиваем, а здесь 6 петель перекрещиваем направо. Я расскажу, как это сделать без помощи дополнительной спицы. Там техника, девочки. Нужна техника. Просто надо несколько раз повторить, и на автомате у вас будет в дальнейшем получаться. Вам пригодятся эти знания для других узоров. Так, давайте выкройку посмотрим. Выкройка у нас вот такая, обычная. Рукавчик у нас короткий. Будет сегодня использоваться. Обязательно все-таки просмотрите внимательно размеры, откорректируйте под себя мерочки. Мало ли у кого рост другой, например, да, у меня будет здесь 59 сантиметров длина модели, но, возможно, вы захотите покороче сделать данный джемперочек, либо подлиннее наоборот. То есть это, в общем-то, зависит от ваших желаний. И наше описание, которое я составляю на несколько размеров. Набираем на спицы нужное количество петель, вяжем резиночкой 1 на 1 планку, затем вяжем узором. Как распределить все эти петли, я рассказываю подробно. Думаю, что это не вызовет у вас каких-то там сложностей. Я рисую схематично, объясняю, откуда берутся, там, например, вот эти 5 изнаночных, да, там и так далее. Так, объясняю подробно, зачем мы вертикальную плотность применяем, как ее просчитать, как ее применить при составлении индивидуального описания. Тоже я все это, девочки, говорю. Посмотрите внимательно. В конце видео об этом речь обычно идет. Ну и, в общем-то, все это вы сами почитаете. Как скос рассчитать, тоже рассказываю. Рукавчик у нас будет скос. Мы там будем прибавлять петельки равномерно. Сколько петель прибавить и через какое расстояние, через сколько рядов, тоже рассказываю, как это сделать расчет. Так, ну и, в общем-то, собственно, ничего сложного. Обычный классический джемпер по классической выкройке с проймой. Поэтому, я думаю, вы уже, многие из вас умеют это все дело индивидуально рассчитывать и вязать. Так, ну и давайте приступим к вязанию образца. Так, для образца будем набирать с вами 27 петель. Смотрите, у меня, значит, 21 петля – это раппорт узора. 4 петли идут для симметрии. Вот эта ажурная змеечка у нас идет. И 2 кромочные. Вот таким образом получилось 27 петель. Вязать будем с вами 12 рядов в высоту. Начинаем первый ряд вязать. Итак, первый у нас идет изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я бабушкины петельки вяжу, поэтому петельки меняю местами. У меня вторая поверх первой накидывается. И я вяжу 2 вместе лицевой. Делаем накид. Далее опять идет изнаночная. 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Также я меняю петельки местами. Каждый вяжет вот этот элемент по-своему, поэтому как привыкли, девочки. Накид. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Далее идет изнаночная и скрещенная лицевая по центру. Скрещенная — это значит, я за переднюю стеночку вяжу. Обычно я вяжу за заднюю лицевую. А скрещенная — это значит наоборот, то есть за переднюю. Далее идет изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 1, 2, 3. Это был у нас раппорт узора.
И за раппортом 4 петли вяжем для симметрии. Изнаночная, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, кромочную вяжем изнаночной. Все ряды четные изнаночные мы будем вязать, как смотрят петли. Не забываем про то, что по центру у нас вяжется изнаночная скрещенная, то есть и в лицевых, и в изнаночных рядах эта петля центральная вяжется скрещенная. Вяжем третий ряд. Значит, змеечка у нас идет изнаночная и вот ажурная змеечка на 2 петлях. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Далее вяжем 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая по центру, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, ой, влево опять, и 2 лицевые. Связали раппорт. За раппортом вяжем 4 петли. Изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, кромочная вяжется изнаночной. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли, и накиды провязываем изнаночные. 5-й ряд у нас с вами. Вяжем изнаночная, на 2 петлях змеечка, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная. Вяжем далее лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, изнаночная, скрещенная лицевая по центру, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, связали раппорт узора. За раппортом 4 петли для симметрии, изнаночная, змеечка на 2 петлях. Вяжем с вами 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, кромочная тоже изнаночная. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли, накиды провязываем изнаночными. Вяжем с вами 7-й ряд. Первое сняли, далее изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, змеечку связали на 2 петлях, изнаночная. Далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная, по центру идет скрещенная лицевая, изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт узора. За раппортом 4 петли для симметрии у нас идет изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, кромочная тоже изнаночная. 8-й ряд вяжем, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночными. 9-й ряд у нас с вами очень простой, самый легкий в раппорте. Вяжем изнаночная и змеечка, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная. Далее вяжем с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее идет изнаночная, скрещенная лицевая, снова изнаночная, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Связали раппорт. За раппортом 4 петли для симметрии. Вяжем изнаночную, змеечку на 2 петлях,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная. Кромочная вяжем изнаночной. Так, ну 10 ряд, как смотрят петли. Итак, у нас с вами 11 ряд, вяжем изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, связали. Далее вяжем лицевая, и следующие 6 лицевых будем перекрещивать направо. По 3 петли перекрещиваем. То есть снимаем все 6 петель на правую спицу. Первые 3 петли, вот видите, у меня сзади спица левая. Я снимаю сзади первые 3 петли и высвобождаю следующие 3 петли. Видите? С помощью правой спицы я их переснимаю, на левую спицу возвращаю. Только уже они у меня оказываются первыми. Были последние 3, стали первые 3. Все 3 петли я вяжу изнаночными. Ой, лицевыми. Лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот я перекрестила 6 петель направо. Далее вяжем изнаночную, скрещенную лицевую, изнаночную. И теперь 6 петель будем перекрещивать налево. Для этого я также 6 петель снимаю на правую спицу. Первые 3 петли у меня перед работой. Я их, видите, переснимаю на левую спицу. И высвобождаю те 3 петли, вот так вытаскиваю, видите, спицу правую, которые у меня за работой. И меняю их вот так местами. Это техника, девочки, ее надо научиться делать. Все, мы поменяли петли по 3 местами. Те 3 петли, которые были у нас первые, оказались перед работой последними, а те, которые были последними, оказались за работой первыми. И вяжем все 6 петель лицевыми. Далее идет лицевая петля. Все, раппорт связали. За раппортом 4 петли для симметрии. Изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, кромочная, тоже изнаночная. Связали с вами 11 ряд, 12 ряд вяжем, как смотрят петли. Смотрите, у нас получается с вами шикарная ажурная коса, и в таком темно-синем цвете она смотрится просто роскошно, на мой взгляд. Вот, мне очень нравится этот узор, он очень стильный. Давайте сейчас сделаем с вами влажную тепловую обработку образца, чтобы узнать его плотность. Итак, делаем с вами влажную тепловую обработку с помощью горячего пара. Утюг у нас стоит на парообразовании, ставим и отпариваем. Я не отутюживаю, я именно паром, девочки, обдаю и тянем в разные стороны наш образец. Он вытянется и примет ту самую форму, которая будет присуща во время носки. Еще раз, чтобы погорячей. Так. Очень податливый. А спицу можно обжечься. Будьте внимательны. Я так много раз делала. Так, все, пусть сохнет. Наша красота. Выправили, пусть сохнет теперь. Теперь будем, девочки, измерять с вами высоту образца и ширину. Вначале ширина. У меня идет, я померила уже, у меня получается 12,5 сантиметров ширина образца. Мы набирали 27 петель. 27 поделить на 12,5, получаем цифру 2,16. Ну так и запишем. Запишем в 1 сантиметре 2, я запишу круглое число, 15 петель. Вот так. Теперь по вертикали также измеряем высоту образца. Так, у меня получается, выравниваем край. Так, у меня получилось 16,5 сантиметров, 16,5. И сейчас ряды посчитаем. Значит, у меня здесь участвовало 1 раппорт, 2 раппорт, 3 раппорта подряд по 12 петель.
значит, 12 на 3, это будет 36. И плюс я еще связала дополнительно 4 ряда. Получилось 40. 40 петель у меня сейчас в образце. Ну и не подсела. Ну и, в общем-то, 16,5. Итак, 40 рядов поделим на 16,5 сантиметров. Получаем плотность 2,4. Запишем. В одном сантиметре 2,4 ряда. Вот такие цифры нам понадобятся для дальнейших расчетов. Это есть у нас первая плотность по горизонтали, вторая по вертикали плотность. Будем с вами использовать вот такую выкройку, девочки. И составлять описание для 46 размера, 48-50 размера, 52-54. Смотрите, значит, в первом случае у нас идет 51 сантиметр ширина спинки переда, во втором случае 57 и на 52-54 60 сантиметров получается ширина спинки, там даже 61. Так, и соответственно считаем петельки. Используем для этого наши мерочки и нашу плотность. По горизонтали сейчас рассматриваем. Смотрите. Значит, 51 сантиметр для 46 размера умножаем на нашу плотность 2,15. Это будет, девочки, вот такое количество петель у меня получается. 110, да? Округляем. 110. Сразу скажу, что 110 не получается. Там нужно, чтобы было... Так, 110. А мы сейчас посчитаем. Значит, у нас с вами будет 110 петель поделить на 110 петель поделить на раппорт узор 21. 21 петля у нас, видите, и 4 петли для симметрии слева добавляли, помните? Получаем 5 целых раппортов. 5 умножить на 21. Получаем 105 петель. Правильно, да? Дальше прибавляем 4 петли слева для симметрии и 2 кромочные. Надо, чтобы было 111 петель. То есть одну петлю мы с вами добавляем к нужным нам петлям. То есть она у нас идет добавочная, но одна петля ничего не решает. И поэтому у нас расположение узора будет следующим образом построено. Смотрите, у нас с вами идут 5 раппортов по 21 петлю. Раз, два, три, 4, 5. Да? Затем у нас идут с вами 4 петли для симметрии, которые мы с вами вязали змеечкой, и 2 кромочные. Итого 111 петель, девочки, получается. Для второго размера у нас идет расположение петель следующим образом. Значит, 57 сантиметров, да, наши, мы умножаем на плотность 2,15. Получаем 122, даже 123 петли. Здесь я предлагаю на 48 размер оставить 121 петлю, а на 50 размер сделать 123 петли. Располагаем узоры следующим образом. 123, предположим, поделить на 21 петлю, это число петель в раппорте, это будет тоже 5 целых раппортов. То есть действуем следующим образом. Смотрите, мои хорошие, 5 раппортов у нас идут по 21 петлю, да? Затем у нас идет с вами 4 петли для симметрии слева, опять 2 кромочные, и остается недостающих 12 петель. Располагаем их справа и слева по 6 петель. Вот я тут 5 написала на 48, а 6 это будет на 50 размер. И также с левой стороны тоже 6 изнаночных еще добавляется. Здесь вы можете следующим образом поступить. У нас есть с вами шикарная змейка, да, вот эта змеечка на 4 петельках. Вы можете сделать не просто чисто изнаночные петли, а еще продолжить эту змейку, сделать ее еще тоже на 4 петлях, там, допустим, или на 3 петлях, да. То есть это на ваше там усмотрение. То есть можно не чисто изнаночный использовать, а именно вот этот ажур змеечкой включить справа и слева, еще дополнительно по змеечке. Так, это уже на любителя. Далее, что я хотела сказать, третий размер у нас с вами получился, давайте, 60
сантиметров умножаем на 2,15 плотность, 129 петель. Сразу скажу, что не 129 будет у нас, а 130 петель должно быть, потому что будет использоваться, смотрите, 129 поделить на 21, это 6 целых рапортов, мои хорошие, 6 рапортов, да? Считаем, 6 умножаем на 21 петлю, число петель в рапорте, получаем 126 петель. Прибавляем 4 петли для симметрии, получаем 130. И надо еще 2 кромочные добавить. То есть итог у нас будет 132 петли. И здесь будет не 31 петля получаться, да, а получаться будет там 30 с половиной. Ну, то есть половинчатый размер. 61 петля будет у нас. Не 30, не 60 сантиметров, а 61 сантиметр. Я оговорилась. Все, с этим тоже все понятно, да? И располагаем мы узоры, значит, 6 рапортов у нас идут подряд и кромочные. Соответственно, 4, вот я нарисовала, 132 петли, это 6 рапортов, 1, 2, 3, 4, 5, 6 по 21 петле. 4 петли слева идет для симметрии и кромочные, справа слева добавляем. Итого 132 петли. Теперь, что касается выреза горловины и пройма, плечи, давайте тут рассчитаем тоже. Итак, у нас с вами стоит мерочка, глубина проймы 5 сантиметров. Мы сейчас посчитаем, сколько это будет в петельном эквиваленте. 5 умножаем на плотность 2,15, получаем 11 петель. Так и оставим 11 петель для всех размеров. Если у вас узкие очень плечи, можете сделать 12 петель поглубже пройму. Далее, смотрите, что получается у нас с вами. Доходим до определенной высоты, сокращаем петли проймы, да? Закрываем их последовательно. Как последовательно, я расписываю в описании. Так, теперь по вырезу горловины. Сколько придется петелек на вырез и останется на плечи. У нас идет ширина на первый размер 46, видите, 21 сантиметр. 21 сантиметр умножить на плотность 2,15, это будет 45 петелек. Для второго размера я взяла 47 петелек и для третьего 48 петелек, вырез горловины. И все, что остается, остается на плечи. Посчитать это тоже легко. Общее число петель 111, мы отнимаем 45 вырез горловины, отнимаем 22 петли, это 2 проймы по 11 петель. Остается 44 петли и делим на 2 плеча, на каждое плечо 22 петли. Аналогичным образом вы поступаете с другими размерами, расчет делаете. Окончательные цифры у меня будут стоять в описании под видео, еще раз повторюсь. Теперь обращаю ваше внимание на рукав. Смотрите, у нас с вами рукав короткий. И здесь у нас тоже считаются петли внизу рукава и в самой широкой его части. Здесь вот стоит ширина самой широкой части. По низу, значит, я уже распределила петли. У меня получилось 58, 62 и 64 на 3 размера разных, да? И располагаем узоры следующим образом. Значит, 58 петель, это 2 раппорта по 21 петле, 1 петля для симметрии. Занимает это у нас 46 петель и по 5 изнаночных справа и слева добавляем. Итого получаем 58 петель, еще кромочные, соответственно. Так, для второго размера то же самое, только здесь количество изнаночных добавляется другое. Там, по-моему, по 7 петелечек. И для 64 петли по... не помню. Ну, там я расписала, девочки, сколько изнаночных. Также вы можете добавить вместо чисто изнаночных ажурные дорожки наши по схеме. Еще раз повторюсь, ажурная дорожка — это то, что мы 4 петли с вами добавляли. Сам раппорт ажурной дорожки всего 2 петли, 4 ряда, да? Вот, вы можете их добавить вместо изнаночных, то есть заменить. Так, теперь, что касается поверху петелечкой. У меня первый размер составил 80 петель, второй 84 и 88, как считала. То же самое. Вот этот размер я умножила на плотность. То есть, смотрите, 18,5 это половинчатый размер умножить на 2.
37 сантиметров у нас с вами ширина рукава в самой широкой части. На первый размер 46. Умножаем с вами на нашу плотность по горизонтали 2,15. Это будет, смотрите, ну 80 петель, да, я так и написала. Округляем, 80 петель. Второй размер тоже самый у меня получился, 84, 88. Надо посчитать скос рукава. Как это сделать? Я из большего числа 80 отнимаю по низу 58 петель. Сколько всего петель узнаем, надо прибавить. 80 отнять 58, 22 петли надо всего прибавить по скосу. Делим на 2, получаем 11 петель нам по каждому скосу надо прибавить. Теперь надо их распределить равномерно. Я устно посчитала, девочки. У нас здесь приблизительно будет 20 рядов скос, высота его. И 11 петель, это приблизительно в каждом втором ряду будем делать сами прибавки. Вот. Это я тоже все, девочки, расписала. В описании почитайте. Так. Ну и про вертикальную плотность надо не забыть сказать обязательно. Любой размер, который у вас стоит на выкройке, переводите с помощью вертикальной плотности. Вертикальная плотность в 1 сантиметре 2,4 ряда. Это мы каждый сантиметр по вертикали умножаем на это число 2,4. То есть, смотрите, для примера, вот у нас начинается с вами планка 4 сантиметра в высоту, мы связали резиночкой 1 на 1. Далее у нас необходимо сделать пройму. Вяжем 37, вот я вычла, это планку 4 сантиметра, то есть из 41 вычесть 4, это будет первый размер 37 сантиметров. То есть 37 сантиметров надо перевести сразу в ряды. Я пишу 37 умножить на плотность по вертикали 2,4 и получаю 88 рядов. Четное должно быть число. 88 рядов. То же самое я проделываю с другими размерами. 35-34 сантиметра. Также перевожу в ряды. И достигнув от планки 88 рядов, я начинаю делать закрытие петель для проймы. Понимаете? То есть надо не сантиметрами вот нам измерять, как мы привыкли, да, вот это вот все дело, когда вяжем, а именно рядами. Ряды легко перевести в раппорты. Вот 88 рядов, у нас 12 рядов составляет раппорт. Смотрите, 88 поделить на 12, получится 7 целых раппортов, да? 7 умножить на 12, это 84, и еще 4 ряда добавляем, и только после этого начинаем делать закрытие петель проймы. Понимаете? Очень легко именно раппортами измерять. Очень легко. Ну, надеюсь, я объяснила вам сущность вертикальной плотности, для чего ее рассчитывают и применяют. Ну а для чего применяют, наверное, это так нетрудно догадаться. После стирки каждое изделие вытягивается и становится длиннее, чем мы планировали. Да? Мы с вами образец, помните, когда делали тепловую обработку его влажную, мы его тянули в разные стороны. То есть вот и потом уже считали эту плотность. Технология применения вот этого вязания вязаного джемпера предполагает обязательно наличие расчета плотности и применение его на практике, чтобы предотвратить чрезмерную, значит, длину, чтобы чрезмерная длина у нас не получилась или чрезмерная ширина, да, применяют плотность и по вертикали, и по горизонтали. Вот у нас, значит, мы с вами и считали. По горизонтали было у нас вот это число, а по вертикали в 1 сантиметре 2,4 ряда. Любую цифру, которая у вас стоит здесь, переводите, девочки, в ряды по вертикали. И любую цифру, которая стоит у вас по горизонтали, переводите в петли. Вот весь принцип расчета. Надеюсь, все было понятно, доступно. Общий принцип, по-моему, довольно известен и не сложен. Да? Здесь очень простые арифметические действия. Описание будет, девочки, под видео. Я желаю вам удачи и до новых встреч!